привет! Вы на канале Pop Music, и сегодня у нас на обзоре синтезатор с автоаккомпанементом бренда Kurzweil модели KP150. Поехали! Бренд Kurzweil уже хорошо зарекомендовал себя в индустрии цифровых фортепиано и синтезаторов. У бренда есть модели более начального уровня, и также есть профессиональные синтезаторы и цифровые фортепиано для сценических выступлений. Данная модель больше относится, наверное, к среднему сегменту. Некоторые производители даже предлагают этот инструмент как такой переходный этап к более профессиональным моделям Kurzweil, с таких как модели PC3 или PC4. Поэтому это будет хорошим переходным таким этапом для того, чтобы прикоснуться к более профессиональным моделям. Что здесь у нас имеется? Это стандартный инструмент на 61 клавишу. Здесь синтезаторная клавиатура, динамическая, чувствительная к нажатию. Здесь 3 степени чувствительности. В начинке имеется 618 различных тембров, 200 стилей, также 150 предустановленных мелодий. Здесь довольно обширная панель, что позволяет более-менее все функции вывести и наглядно выбрать то, что нам нужно. Слева у нас представлена секция стилей. Каждый из стилей выделены отдельной категорией, отдельной клавишей. Внизу у нас представлено меню для работы с автоаккомпанементом. Справа представлена секция для работы с тембрами. Здесь кнопки переключения между тембрами, стилями и предустановленными мелодиями. Также имеется джойстик или колесо для работы с переключением между тембрами и стилями. Посерединке у нас секция пользовательских банков для того, чтобы быстро переключаться от различных уже предустановленных, запрограммированных звуков, которые вам нужно. И также секция других функций, например, dual, lower, функции записи и также меню, и в том числе функция обучения, которая присутствует в данном инструменте. Все достаточно просто с точки зрения управления, но предлагаю непосредственно перейти к прослушиванию тембров. Начнем мы, конечно же, с классических гранд-пиано, которые здесь имеются. Нужно отметить, что тембры фортепиано в данных инструментах Kurzweil довольно высокого уровня. Дело в том, что, несмотря на то, что это так называемая самоиграйка, синтезатор с большим количеством функций, надо отдать должное Kurzweil за то, что они более внимательно подошли к тембру фортепиано, благодаря чему звук будет более естественный, и для людей, которые привыкли, например, играть на акустическом инструменте, это будет не такой резкий переход с точки зрения каких-то акустических и звуковых нюансов. Давайте посмотрим еще несколько секций инструментов, которые здесь представлены. Здесь они отмечены каждый под группой. То есть, например, здесь у нас указаны фортепиано, различные перкуссионные инструменты хроматические, органы, гитары, басы, струнные и оркестр, медные инструменты, также несколько вариантов синтовых инструментов и отдельная секция SFX и перкуссии. То есть на любой вкус, от более классических инструментов до более синтовых, вы можете использовать в данном инструменте. Также переключение, повторюсь, можно осуществлять с помощью колеса, что позволит переключаться внутри какой-то определенной группы. Рассмотрим также секцию струнных инструментов, которая здесь представлена у нас. Еще продемонстрирую вариант звука гитары. В данном случае это классическая гитара.
Еще одна секция инструментов, которую хотелось бы продемонстрировать, это секция уже более электронных инструментов. В данном инструменте имеется одна интересная функция, она называется Performance Assistance. Для чего она нужна? Преимущественно она может использоваться, например, людьми, которые не совсем умеют играть на данных инструментах. Какую функцию она выполняет? Она позволяет, к примеру, использовать звук гитары, в данном случае классической, и автоматически использовать перебор или, как сказать, арпеджиатор для данного звука, что позволит более точно имитировать игру как на гитаре. Продемонстрирую, как это работает. Для того, чтобы активировать эту функцию, мы зажимаем клавишу Shift и зажимаем клавишу Perform. Автоматически попадаю в меню настроек этого эффекта. Здесь у нас стоит по умолчанию классическая гитара. С этого момента наша клавиатура разделяется на 4 основных части. В левой части у нас непосредственно гармония. В серединной части у нас используется перебор. В более высокой части клавиатуры у нас может быть использован определенный риф или бой для гитары. И также в этой части клавиатуры мы можем не использовать бой, а можем прямо использовать перебор. Для того, чтобы это прозвучало как гармония по аккорду, нам достаточно нажимать любые клавиши, если мы задействуем клавишу аккорда в левой руке. Чтобы было понятно, покажу. Например, у нас классический аккорд до. Мы зажимаем ноту до. И здесь мы можем играть абсолютно любые клавиши. У нас будет перебор по данному аккорду. Это очень удобно, чтобы попробовать приобщить свою игру к каким-то новым инструментам, приобщиться к новому звуку. И это может помочь для того, чтобы создавать в будущем какие-то, может быть, свои новые мелодии, какие-то композиции с использованием вот этих гитарных переборов. Ну что, теперь подойдем непосредственно к нашей группе стилей. Как я уже говорила, здесь их 200 разных вариантов. От каких-то классических баллад до чего-то более современного, техно, поп. Также есть латино, боссанова. Здесь у нас также выделены стили под конкретные клавиши. Мы можем переключаться как клавишей, так и с помощью нашего колеса. Возьмем какой-нибудь более-менее классический стиль. И на данный момент для того, чтобы активировать функцию стиля, мы используем, во-первых, функцию аккомпанемента, это Chord Mode. Он позволяет нам автоматически гармонизовать аккорды для левой руки. Также здесь у нас клавиша Start-Stop, функции различных вариаций внутри композиции и есть функция вступления и эндинга. Давайте сразу уже попробуем. Зажмем интро, для того, чтобы у нас было определенное начало. Зажмем Synth Start. Он позволит нам начать воспроизводить мелодию сразу после нажатия клавиш. И также используем Chord Mode, к примеру, с полной гармонизацией.
такой замечательный вариант стиля здесь у нас присутствует. И, как я уже говорила, помимо более классических вариантов балладных, есть что-то, например, более современное, может быть, более латиноподобное. Здесь как раз есть стиль латино-рок. Давайте посмотрим его. И используем его в сочетании, например, каких-нибудь других звуков. Возьмем, к примеру, трубу. Опять же, если вам не хочется долго искать какие-то тембры определенные для звучания, повторюсь, здесь есть определенные пользовательские бэнки, в которых уже заложены определенные разные инструменты. Вы можете менять их в зависимости от того, какие именно инструменты вам нужны, чтобы вы могли быстро переключаться между данными функциями. Классические функции, о которых я рассказываю в каждом обзоре таких инструментов, это функции Layer и Split. В данном случае они называются Dual и Lower. Здесь у нас Dual выступает как вариант именно наложения, то есть мы можем совмещать два абсолютно разных звука. Ну и перейдем непосредственно к функции записи. Здесь большое количество возможных слотов памяти, но помимо этого здесь также есть возможность записывать на несколько дорожек. Для чего это нужно? Если, например, вы не хотите записывать одновременно автоаккомпанемент, мелодию, какие-то эффекты в одну дорожку, вы можете разделить эту запись на несколько слоев, также редактировать каждый слой по громкости, по качеству звука, и позволит вам создавать более интересные треки. Давайте сейчас попробую, продемонстрирую, как это выглядит в данном случае. Для того, чтобы войти в меню записи, мы зажимаем клавишу Shift и нажимаем клавишу Record. Здесь у нас открываются наши варианты записи наших дорожек. И для того, чтобы начать запись, также зажимаем Shift и Record. Данным примером я показала, как работает здесь функция записи, что она позволяет не ограничиваться каким-то небольшим количеством инструментов, а использовать 5 разных дорожек для того, чтобы задействовать и автоаккомпанемент, и какие-то SFX-эффекты, и также использовать классические инструменты для вашей записи.
Еще одной важной функцией в данном инструменте является функция обучения. Чем эта функция в данном инструменте отличается от этой функции в других его аналогах? Дело в том, что здесь функция обучения используется в более развернутом варианте. Здесь есть несколько уроков для того, чтобы постепенно выучивать те или иные произведения. Здесь есть бальная система, то есть инструмент показывает, на какое количество правильных нот вы нажали и насколько хорошо вы сыграли, что позволяет более тщательно изучить ту или иную композицию. Для того, чтобы попасть в меню обучения, у нас есть клавиша Smart Learning. Здесь у нас уже есть варианты различных пьес. Также с помощью колеса можем переключаться между ними. Для того, чтобы начать обучение, мы начинаем непосредственно с правой руки, конечно же, как и везде, как и в аналогах. И для того, чтобы активировать функцию, он дает нам возможность повторить эпизод, который сейчас прозвучал, но клавиши не будут меняться до тех пор, пока мы не нажмем на нужную. Здесь у нас показывается уже количество баллов, на которые я сыграла. И также, после чего мы можем перейти уже ко второму уроку, то есть изучение следующего эпизода, и так постепенно изучить эту мелодию целиком. А для того, чтобы более детально подойти к качеству звука данного инструмента, здесь встроены функции настроек различных эффектов, такие как хорус или реверберация. Также есть вариант эквалайзера для более подробной, более точной настройки звука. И для того, чтобы быстро переключаться из некоторых акустических нюансов звучания, здесь есть клавиша DSP. Она позволяет быстро изменить акустику инструмента. То есть без использования данной клавиши инструмент звучит как будто бы в студии, в маленькой комнате. С использованием DSP звук становится более широкий, как будто бы вы играете в каком-то небольшом зале. То есть придает звуку более естественное, более, пожалуй, широкое звучание. Ну и, конечно же, блок более-менее стандартных функций на таких инструментах. Это функция смены октавы, что позволяет расширить диапазон данного инструмента, сделать его более низким звучание или же более высоким. Функция транспозиция, которая позволит поменять строй инструмента. И функция sustain. Хочу отметить, что в данном инструменте педаль не идет в комплекте. То есть вы можете ее докупать и подключать отдельно, либо использовать данную функцию. То есть без функции инструмента звучит таким образом. С использованием клавиши Sustain он меняется таким образом. То есть это прямой симулятор педали, но, скажу, на практике это не очень удобно. То есть если вы хотите использовать более мягкое слитное звучание, лучше все-таки использовать, докупать педаль для данного инструмента. Ну что, подводя итоги, хочется сказать, что, на мой взгляд, данный инструмент в этом сегменте полностью оправдывает свои функции, свою стоимость. Он, по-моему, если я не ошибаюсь, стоит в районе 50 тысяч. По мне, это нормальная цена для такого инструмента.
Хочу заметить, что это не профессиональная станция, которая, опять же, имеет большее количество функций, но здесь есть вариант работы как и для начинающих музыкантов, для изучения каких-то моментов работы с синтезаторами, так и для более профессиональных музыкантов. Его также можно использовать для каких-то камерных сценических выступлений, он просто в использовании. Здесь большое количество функций. Помимо того, что я сказала, здесь также сбоку имеется колесо питч-бенда и клавиша модуляции, которая создает определенные колебания и вибрато в звуке. Это тоже небольшие такие плюсы для данных инструментов. Здесь мощная звуковая система. Здесь 4 динамика, 2 которых по 15 Вт и 2 по 20 Вт. То есть вы без проблем озвучите данным инструментом какое-то небольшое помещение. Что у нас по выходам в данном инструменте? Здесь, как я уже говорила, есть разъем для подключения педали. Также есть AUX-IN и OUT. Есть отдельно разъем для подключения микрофона. Кстати, это колоссально удобная штука в данных инструментах, потому что, играя на сцене, вы можете не только исполнять руками какие-то произведения, но и при этом одновременно петь. И также имеется разъем для подключения к компьютеру USB типа B, что позволит инструмент подключить к вашему устройству и, например, задействовать его как MIDI-клавиатуру. Если вы работаете в каких-то музыкальных редакторах, данный инструмент может служить как определенной рабочей клавиатурой для написания и создания вашей музыки. Ну а что думаете вы по поводу этого инструмента? Оставляйте ваши комментарии, ставьте лайки, делайте репосты. Ну а с вами была я, Полина. До новых встреч. Пока-пока. Ну что, тогда про все? А про наушники я не сказала. Ну давай скажем. Да, про разъемы, да, еще. Ну да. Нет, в смысле, ну про скажи. Да ладно, это и так видно, там есть в их наушники. Не надо очевидные вещи говорить. Ну, спорим сейчас опять, на 35 минут выйдет. Кто будет это смотреть? Yeah.